Доброе утро всем, добро пожаловать на эту лекцию из Дубая. Okay. So yes, today we are looking at the charts of Russian celebrities. So who are we looking at first, the directors or the actor? Сегодня мы будем смотреть карты нескольких знаменитостей, и с кого мы начнем, с актеров или с режиссеров? Как вы думаете, Джин? I think it's a good idea to start with the chart that two men have the same. Okay, so let's talk about Konstantin Хабенский. Ну, хорошо, давайте поговорим тогда сейчас о Константине Хабенском. So that's Андрея Малахова. Oh yes, same guy, Konstantin. So Konstantin Хабенский and Андрея Малахова. I hope that the Russian viewers know who they are. I think Хабенский everyone knows. И здесь вы видите карту. Эта карта одновременно является картой Константина Хабенского и Андрея Малахова. Я надеюсь, что русские люди знают, кто эти оба человека. So Konstantin Хабенский and Андрея Малахов are both Russian, and they are both born on January 11, 1972. И оба они русские, Хабенский и Малахов. Родились они оба 20 января 1972 года. So I see that Хабенский was born in St. Petersburg. И я знаю, что Хабенский родился в Санкт-Петербурге. And I'm just checking where Malakov was born. Andrei Malakov was born. Andrei Malakov, was he born in Apatity? Where's Apatity? Apatity, I don't know this. Apatity. Okay, Apatity. Where's Apatity? Апатиты, наверное. Murmansk. Возможно, да, возможно. It's in south of Murmansk. Okay, so one was born in St. Petersburg and one is born in south of Murmansk on January 11, 1972 on the same day. Итак, оба они родились 11 января 1972 года, один в Питере, а другой на юге Мурманска. As they are both men, the luck cycles go in the same direction. И так как оба они мужчины, жизненные циклы у них будут идти в ту же сторону. So they are born on the Yin metal ox day, Yang metal red month, and Yin metal pig year. И они оба родились в день Инь металла на быке, в месяц Ян металла на крысе и в год Инь металла на свинье. So in both their charts, there is a seasonal water combination between the pig, red, and ox. It's very clear. И у них очень такая ясная карта, потому что у обоих из них, ну так как карта у них одинаковая, у них есть комбинация, сезонная комбинация воды между быком, крысой и свиньей. So that is water. So the main element for them is water. So water is the children or output element for a metal day master. So they have what we call the follow output chart. И самый такой главный элемент в карте – это элемент воды. И соотнося это с их мастером дня и металл, мы можем сказать, что карта называется исследование за детьми или исследование за самовыражением, за водой. So the number one element for them is water, number two is wood, number 5 element would be earth, and number 4 would be metal. На первом месте будет стоять элемент воды, на втором элемент дерева, на пятом месте будет стоять элемент земли, и на четвертом в благоприятности будет металл. Yeah. So I've spoken to some of the students about Хабенский's life, and I understand that his wife died from cancer. И я разговаривал со своими студентами о жизни Хабенского, и вот узнал, что у него жена умерла от рака. And then he got married again. И тогда он женился снова. So I think this is a very good example to show that I could not tell from Hабенский's chart that his wife was going to die from cancer and that he was going to get married again. So because if that was the case for Хабенский, then Malakov would have the same thing happen to him. Ну и это очень хороший пример, на самом деле, который мы сегодня рассматриваем, потому что из вот этих карт, да, если бы из карты Бадзима могли сказать, что
у Хабенского умрет жена, и он потом снова женится, это бы означало, что Малахов должен был бы сделать то же самое. Ну, то есть с ним должны были произойти такие же вещи. But what Hабенский and Malakov share in common, of course, is the useful elements and whether which years are good and which years are bad for them because they have the same chart. Но то, что объединяет обоих этих людей, то, что список полезных элементов будет одинаковым, и какие-то годы они будут благоприятны и для одного, и для другого мужчины. Ну, то есть у них одновременно будет приходить удача и неудача. But of course, they are both 49 this year, and we don't know their hour pillar. So it will be interesting to know, it will be good to know their hour pillar in order to get a better picture of what will happen to them now. But that is the only difference between their chart, which is the hour pillar. However, the hour pillar is only active after the age of 40. Our pillar is not active. It's only active after the age of 40. Да, ну и, конечно, сейчас им обоим 49 лет, и хорошо бы было посмотреть, знать час их рождения, потому что, ну, как бы час – это то, что отличает эти две карты, и чтобы лучше понимать, что с ними происходит сейчас, с каждым из них, хорошо бы знать час рождения, потому что час, он влияет на карту только после 40 лет. So do you have any questions about the Hабенский and Malakov? Есть ли у вас какие-то вопросы насчет Хабенского и Малахова? And notice that they had different careers. Well, they're both in public eye. So Malakov, I believe, is a television presenter and Hабенский is an actor. But it says here Malakov studied violin at music school, and then he became a journalist. He studied journalism. And then he studied law. Ну и то, что еще можно сказать общего о них, и тот, и другой являются такими достаточно публичными людьми. Хабенский актер, а Малахов, он вот этот телевизионный ведущий. И Джин вот посмотрел, что, значит, Малахов, он изучал виолончель в музыкальной школе, а потом, значит, занялся журналистикой и стал изучать законы. So Hабенский lived in Nizhny Vartok for 4 years, yeah, from 10 years old to 14 years old. А Хабенский прожил 4 года в Нижневартовске с 10 до 14 лет. And then he studied aviation engineering. Aviation? Yeah, planes. Ага. И он обучался авиационному делу. And then he also worked as a cleaner, a musician, and then finally as a lighting technician at the theater. Ага, и он работал, там очень много разных работ сменил, и уборщиком работал, и, наконец, закончил, ну, не закончил, а в смысле продолжил, да, тем, что был осветителем в театре. And then at the age of 19, he entered the Leningrad Institute of Theater, Music and Cinema. В 19 лет он, значит, вот поступил в Ленинградский университет театра и кино. So you can tell from their chart that one lived in Murmansk region and one lived in St. Petersburg and then moved to Nizhny Vartok and then moved back. So, you know, this is a very good case study to show you that there are only certain limits that you can tell from the chart because their lives are quite different. Ну, в общем-то, это очень хороший пример, что мы нашли вот таких две карты одинаковых людей, потому что один жил в Петербурге, потом переехал в Нижневартовск, потом снова вернулся, другой, значит, все время, ну, родился на юге Мурманска, и на самом деле Бадзи дает такое достаточно лимитированное количество информации, которую мы можем из него получить. То есть не абсолютно все, как анонсируют многие. So, any questions about Хабенский and Malakov? А есть ли у вас вопросы по Хабенскому и Малахову? Тогда, пожалуйста, задавайте. А можно? Конечно. А можно ли сказать, что вот после 47 у него карта может быть competitive, то есть там очень много как бы конкурентов, да, и сверху, и в быке. То есть может ли быть, что... Ну, я понимаю, что мы часто не знаем,
но я, когда сидела, думала, я думала между следованием за самовыражением и между конкурентной картой. Вот, то есть... The question, я думаю, что по-русски все его слышали, вы очень хорошо так это громко сказали, что пересказывать не надо вопрос, спасибо вам за это. So, Jin, the question is it possible to count this chart after 47 as a competitive chart because there are so many competitors on the empty stands and also hidden in the oaks? I understand that we don't know the hour, but still I was thinking about the second part of life. Yes, of course. I mean, the thing is, the ox by itself is it's not a competitor. It's not metal. It's earth. So he only has one competitor in the second half of life in the yang metal month, and unless it is not enough for him to be a competitive chart. Поняла. На самом деле, когда у нас бык встречается сам по себе, то есть, ну, вообще вот сам по себе, он вообще не металл, а он земля. Поэтому, если мы говорим о второй половине жизни, то во второй половине жизни будет лишь один конкурент в небесном стволе в месяце. Ну, мы, конечно, не знаем час, но тем не менее. Спасибо. Спасибо. But actually, Jin, whatever will be in the hour, even if it's a rooster or actually this chart cannot be competitive at all. No, because he'll be dominant, exactly. И на самом деле эта карта, она не могла бы быть конкурентной ни при каких раскладах, даже если бы чаще вот здесь у нас стояла бы змея или стоял бы петух, то карта бы стала доминирующей. То есть у этой карты нету потенциала стать конкурентной, у нее есть только потенциал стать доминирующей. Спасибо. Thank you. Okay, Jin, so do we move to the next example? Yes, no more questions about... Если у вас больше нет вопросов по поводу карты Хабенского и Малахова, то давайте передвигаться к следующим примерам. А вот можно последний вопрос, пожалуйста. То есть получается, что у него сейчас он в цикле козы, и получается, что это вторая Special Star, да? То есть получается, у него 5 лет будет как бы куча фильмов, и он будет счастлив и всеми любим. Или в этот период мы уже не считаем, что свинья уже ушла, да, вот годовой столб. То есть работает ли это коза, да, в паре со свиньей вот эти 5 лет? То есть его успешность, она будет на пике вот эти 5 лет? Или мы уже не можем посчитать, что они работают в паре, потому что годовой уже ушел в столб? Спасибо. So Jin, the question about special stars, yes. about the life cycle of the plot at 47, where he is now. Yes, yes. Because this is already the second half of life, do we count this sheep or goat as a second special star or not? Because the first one stays in a year, or we think that the year goes away? And... I think we still count it because it looks like Hабенский and Malahova are still successful. Я думаю, что все-таки считаются спецзвезды в данном случае, потому что и Малахов, и Хабенский все еще успешны. То есть по их нынешнему состоянию мы можем сказать, что это хороший период. Спасибо. Хорошо? Еще вопрос? Нет? Все? Хорошо, тогда переходим к следующей карте. So, Андрей Кончаловский. Андрей Кончаловский. Давайте посмотрим на Андрея Кончаловского, на его карту. I think Кончаловский is known to me because of the famous movie. Is it Burned by the Sun? Burn? By the Sun, the one that won the Oscar. I think it's that movie, no? Ага. Есть какой-то фильм у Андрея Кончаловского, который взял Оскар. Burn of the Sun. Как это? But maybe it's a different name in Russian. Что-то такое по-русски. Я честно скажу, не знаю, подсказывайте. Oh, no, I think that was his brother. Andrei Konchalovsky, he went to Hollywood to make some movies. Sorry, He made some movies in Hollywood. That's how I know him as well. Ага, то есть Кончаловский какие-то фильмы в Голливуде делал, поэтому я слышала о нем. Но вот то, о чем Джин говорил, это был его брат. He had a movie with Sylvester Stallone. У него там какой-то фильм со Сильвестром Сталлоне.
Yeah, sorry. So it was his brother who did Burned by the Sun. So he had a movie with... «Утомленные солнцем», да, конечно. Я что-то никак не пойму, что это по-английски, не признала название нашего фильма. Да, это фильм Михалкова, конечно. And he also had a movie with the father of Angelina Jolie's father. Who, Михалков? Кончаловский. Ага. И, значит, Кончаловский, он еще там какой-то фильм делал с папой Анджелины Джоли. Yeah, the Angelina Jolie's father was with him in that movie, and that movie was in English. So that's how I know. That's movie's almost 40 years old. И этому фильму около 40 лет уже, и, ну, это, как я знаю, этого режиссера. Yeah. So, okay. So, Andrei Konchalovsky's chart is he's born on August 20th, 1937. Итак, Андрей Кончаловский родился 20 августа 1937 года. And then there is no combinations in his branches. И тут нету никаких комбинаций в его ветвях, и в смысле, ну, нету никаких комбинаций в карте. And but he has Yang Earth in the month and Ox in the year. Но у него есть Ян Земля в месяце и Бык в году. So this makes him a competitive Earth chart. Поэтому мы можем назвать его карту конкурентной семьей. So for a competitive Earth chart, the useful elements, number 1 would be the output element, metal, and then number 2 with the power element, which is wood, and then number 3 is the self element, which is earth, and then number 4 is the resource element, which is fire, and number 5 is the wealth element, which is water. И на первом месте для карт конкурентных будет стоять самовыражение, в данном случае это элемент металла. На втором месте будет стоять элемент власти, для этой карты это элемент дерева. На третьем месте будет стоять элемент земли. На четвертом это будет элемент ресурса, огонь. И на пятом, самым вредным элементом, это будет элемент денег, в данном случае это вода. The good thing about his chart is that he has both his special stars, which is monkey and ox. А хорошая вещь, которую можно сказать про его карту, что у него есть две спецзвезды. У него есть и обезьяна, и бык. So that's one of the reasons why he is successful. И это одна из причин, по которой он успешен. Okay. And then, well, I mean, any other questions you want to know about him? А еще какие-то вопросы, которые, может быть, вы хотели бы задать по поводу этой карты? Пожалуйста, задавайте. Можно? Конечно. А то, что вот он сейчас находится в цикле крысы, да, и крыса, она вот создает шэньцзы, да, то есть это значит, ему сейчас, у него денежные какие-то проблемы, потому что, ну, как бы это самый неполезный элемент, верно? He is now in the life cycle of the red. Actually, the life cycle of the red already finished because it's next year, yeah, already. Ой. Calculator still hasn't finished this way. So the question is what's happening to him in life cycle of the red, because it was formed water element. Was it bad for him or not? Well, unfortunately, because he is also in his 80s and we don't know his hour pillar, unless somebody else knows. And he could have changed to a different type of chart then. Но, значит, тут у нас, видите, калькулятор всего 8 столпов показывает. Сейчас мы работаем над этим программистом, чтобы показывало больше. Но его жизненный цикл крысы уже, можно сказать, закончился, потому что в 2021 году уже наступает следующий жизненный цикл. Но в данном случае я немножко перефразировала вопрос насчет того, что же с ним было в жизненном цикле крысы, то есть был это неблагоприятный элемент или как. И Джин говорит о том, что во второй половине жизни, так как мы не знаем, какой час у него, здесь его карта могла поменяться, потому что, ну, вот
если закрыть, да, год, то, собственно, только один конкурент остается, и не зная часа, мы не сможем сказать, какая же была структура, какая у него сейчас идет структура. So, Jin, and because he's in his late 80s, so? Yes, so of course there's always the potential for health problems during the wealth luck cycle later in life after the age of 65. И так как он уже старше 75 лет, то для этих карт есть такой риск, когда, в общем, когда мы проходим позже в жизни, после 70, особенно после 75 лет, через жизненный цикл элемента денег, то больше шансов иметь проблемы со здоровьем. Okay. Okay. Any more questions? Какие-то еще вопросы? No question. Okay. No, there is the question. У него несколько браков, это есть в его карте, если это в его карте. So he was married a few times. Can we see it through his chart? Yeah, he has a yin-yang mismatch pillar, which is written in the red book, and there is a yang earth monkey month pillar. Да, у него есть, в его карте есть ошибка инь-ян, и об этих ошибках написано в красной книжке «Код судьбы», и это одна из причин, почему у него может быть много браков. Окей. Если нет больше вопросов по Кончаловскому, то переходим к следующей карте. Okay. Okay. All right, the next one is Mikhailov, Nikita Mikhailov, and he is the one who has that famous movie Burnt by the Sun. Let me see what is the name of the movie in Russian. Утомленные солнцем, Джин. Джин? How, sorry? Утомленные солнцем. So it's very famous. Yes, it's very famous. It's just I didn't know how to translate it. But okay, and that one won the Oscar for the best foreign film. For the best? Foreign film. Foreign film. И сейчас мы будем смотреть на карту Никиты Михалкова, который получил Оскар за свой фильм «Утомленные солнцем», и это был Оскар за лучший иностранный фильм. 1994, 1995. 1994. 1995. So in the Silak cycle. То есть это было с ним в жизненном цикле Дзы? The snake. Ага. То есть это вот, собственно, произошло, когда он находился в жизненном цикле свиньи. Yeah. Okay. Okay. So the thing with this chart is that there is no pattern. И с этой картой она очень непростая. Здесь нету никакой структуры. So this is what we call a changing chart. И это то, что мы называем меняющаяся карта. So with the rooster, he can change when there's an ox or a snake to metal. А благодаря своему петуху, когда приходит змея или бык, он может переключиться в карту следования за металлом. With the dog, when there is a tiger or a horse, it can make him fire. И благодаря месяцу собаки, когда приходит лошадь или тигр, он может переключаться в следование за огнем. And when there is a rabbit or a goat or sheep, he can be wood. И когда приходит, благодаря своей свинье, потому что в карте его есть свинья, когда приходит кролик или коза, карта может переключиться в следование за деревом. Okay. So when there is a dragon or a dog, then he will follow earth. А когда приходит дракон или собака, тогда он может следовать за землей.
So it keeps on changing. Yes, Jin. When it was the life cycle of the monkey, it could also follow metal as a Correct. seasonal in the... Exactly, because of the seasonal combination. Yes. И вот в 19 лет, когда приходила обезьяна, он мог также следовать за металлом, за ресурсом, потому что получалась сезонная комбинация обезьяны, петух, собака. So he is able to follow metal, he's able to follow wood, he's able to follow earth, and he's able to follow fire. So there are many opportunities for him. И у него есть вот такие 4 возможности. Он может следовать за металлом, за огнем, за деревом и за землей. Okay. So looks like metal is useful to him because in the snake luck cycle, he was able to win the Oscar. И выглядит все так, что металл ему полезен, потому что если он в жизненном цикле вот, 49 лет, в жизненном цикле змеи, он выиграл Оскар, получил Оскар, то, наверное, металл ему благоприятен. Okay. So any questions about him? Какие-то вопросы по поводу него? А можно спросить, когда карта настолько меняющаяся, да, в зависимости от приходящих зверей, это значит, человек, у него очень много интересов, его все время кидает в разные стороны, то есть как бы нет определенности в жизни, или наоборот, человек такой весь многогранный, такой весь интересный, все умеет. То есть это больше плюс или минус, когда у человека такая карта, которая все время играет потоками? So the question is it good quality or bad quality when you have such a changing chart? For example, you can be a very interesting person because you have so many direction to be improved in so many ways, or you can be like you don't know where to go because in different times you are always interested in different things and you cannot find one direction. So they keep on changing. So you have to, if you are doing a chart like this, you have to sit down and ask them which of the elements are good for him and which one's bad for him. То есть Джин говорит, что да, они все время меняются, и на самом деле с такими картами с ними надо садиться и спрашивать их, выясняя таким образом, какие элементы для них хороши, какие плохие. То есть всегда можно накопать какой-то один, да, который, ну вот прямо человек вот в каком-то элементе или в каком-то звере, и ему всегда в это как бы хорошо в этот период или с этим зверем, тогда можно его постоянно везде использовать, да? То есть неважно, это в датах или там как-то по фэншуй, то есть это только через личное общение с человеком, прочесав все его периоды, годы, можно определить, да? Но в принципе такое возможно. So it's possible actually to find out the one element or one animal which will be good for this chart, asking person and looking at his previous life, right? Yes, of course. And, to choose it for the day selection or for feng shui or for whatever. Yes, so when you come to my class, I'll tell you how to help this person. Да, конечно, если вы придете ко мне учиться, я, конечно же, вам расскажу, что делать с этими людьми, то есть как с ними быть. Another question, как определить его профессиональное назначение? Это у нас вопрос из Инстаграма. So the question is, what to recommend to this person as a profession? I don't know. It depends on what they are interested in, isn't it? Because let me check who else is born on October 21, 1945, and then you can see what sort of careers they have. Вы знаете, я так не могу ответить на этот вопрос, потому что нужно еще понимать, чем человек интересуется и что ему вообще интересно. И сейчас Джин хочет проверить всех людей, может быть, есть еще какие-то знаменитости, которые родились 21 октября тоже 45 года. Мы можем посмотреть, кто они, какие профессии они выбирают. Who is it? American actors, same day as Nikita. Вот еще Джин показывает, давайте, wait, Джин, I want to show it bigger. It's dark now. Это
американский актер, который родился в тот же день, что и Михалков. And there is another famous person, И есть еще один a знаменитый singer from America, певец американский. but she was famous when she was 14 years old. Но она была известна, когда ей было 14, да, вот эта певица. Okay. So her name is Kathy Young, and the other one was Everett McGill, and they are both same age as Nikita Michalkov, right? Ага. So И on the famous birthdays app, you can punch in a birthday and you can see who's born on that day. и это вот есть такое приложение, в котором можно находить дни рождения всяких знаменитостей. Ты просто вводишь дату и видишь всех, кто родился, все знаменитости, родившихся в этот день. Вот. И вот эта певица, которая была известна в 14 лет, и актер, они тоже родились в тот же день, что и Никита Михалков. So to answer the question, 3 people born on that day who are famous. One's an actor, one is a singer, and one's a director. And so what sort of careers should they choose? Whatever they like, whatever they're interested in, isn't it? Ну и чтобы ответить на вопрос, какую же карьеру выбрать такому человеку, ну вот мы посмотрели, один актер, одна певица и один режиссер. И, собственно, они, как правило, выбирают то, что им нравится. Okay. Хорошо? Any other questions? Еще какие-то вопросы у вас есть? А можно? Можно. У Никиты тоже ошибка иньян, да, в столпе дня. Вот, у меня такой вопрос. То есть, в принципе, если нет лекарства, то, в принципе, люди, если мы всегда обращаем внимание, да, если такой столб есть, то у человека с большей долей вероятности будет несколько браков. То есть избежать этого крайне сложно, да. То есть если разве что у партнера мы находим лекарство. То есть насколько, просто у меня у дочери тоже такой столб, и я как-то переживаю, даже у 2 дочерей разные столпы с ошибкой, и как-то не знаю, что с этим делать. So, Jin, the question about the chart of Nikita, because he also has Indian mismatch in his day pillar, and it also can be the sign of the not really good relationship in a marriage. Yeah? Yes, you're right, because I checked now, Mikhailov has been married twice. So the first one was a famous actress, I think the Russians know her, called Anastasia Vertinskaya. And then the second one is a model, Tatiana. So he has a son with the first wife and 2 daughters and a son with the second wife. So there you go. He has been married twice. Ага, и вот я сейчас только что проверил, Никита Михалков, он был женат дважды, у него первая жена это Анастасия Вертинская, а вторая, от нее у нее есть сын, а вторая это какая-то модель Татьяна, и от нее у него 2 дочери. То есть теория вот это подтверждается. And actually, Jin, the question was, if there is a way to solve it, like to find a partner who has a remedy for it or something. Yes, I teach that in my class, so welcome to come to the class and we can teach you. Я продолжила часть вопроса, который не успела задать до того, как Джин начал отвечать, по поводу того, что с этим делать. И на самом деле, да, он говорит, что нужно искать лекарства, и приходите в класс, Джин научит, расскажет, что делать с этим. Но мужчины и женщины, они по-разному себя ведут с таким столпом, то есть, как сказать, они... Эффект ну, тот же или нет? Для женской... Да. То есть они вредят сами себе, да? То есть ведут себя как-то так? The question is it the same influence for the men and women's charts who has Indian mismatch? Because yes, it is the Natalia same. actually has 2 daughters and both of them have Indian mismatches in her chart, and she's a bit worried about their private life. Well, come to the class and we'll discuss more. Джин говорит, да, влияние такое же и на женские, и на мужские карты одинаковые, приходите, научат больше. I will. Еще большего. Yes, Спасибо.
Пожалуйста. So, Jin, thank you. Let's discuss what we do next. Next week we have a break. Yes. Yes. But the week after. Uh-huh. Давайте мы тогда обсудим, что мы будем обсуждать в следующий раз. Единственное, что у нас на следующей неделе Джин не сможет присутствовать, мы выберем какую-нибудь тему, например, сможем поговорить об устройстве тысячелетнего календаря лунного и солнечного, и чем это грозит. Я вам приведу какие-то примеры. Такой эфир на следующей неделе общепознавательный. А Джин к нам присоединится через неделю, то есть получается через 2 недели, да, то есть не следующий четверг, а через 1. И мы можем сейчас обсудить с вами то, что хотелось бы посмотреть на, через четверг. Джин, there are few questions, for example, пожалуйста, связь между братьями Михалковыми. Is there a connection between two charts of the brothers Михалков and Кончаловский? Let me see. Сейчас он посмотрит, какая там есть связь. Yes, because there is an interaction between the monkey and the ox, the rooster and the dog, because Končalowski has the Andre has the monkey and the Michalkov has the rooster and the dog, so that helps each other. Они могут помочь друг другу, потому что у Кончаловского у него есть обезьяна, а у Михалкова есть собака и петух. Вместе они создают вот этот вот сезон металла, который, собственно, элемент металла полезен и одной, и второй карте. Вот такой вот интересный ответ. There is some suggestion about the next time. That's from Marina from England. Is it possible to look at the Queen Elizabeth II and Prince Philip? How they compatible? Yes, I'll be happy to, but I thought people wanted Russians. Он говорит, да, можно, конечно, посмотреть и Елизавету II, и принца Филиппа, но вроде как этих русских хотели. Another suggestion is Stallone and Schwarzenegger. Okay, they're not Russians, but yeah, okay. Они не русские, но что же делать? Okay, so we can discuss it then later in the chat. Yeah? Yep. What we can discuss. Okay. Because anyway, next week we have a break. Yeah, sure. Да, хорошо. Давайте тогда обсудим еще, может быть, какую-то голосовалочку включим в нашем чате в Телеграме, чтобы понять, кого же будем смотреть. Ну, а с Джином тогда мы будем прощаться аж на 2 недели. Okay, Jin. So next time we see you in 2 weeks. Yes. And, we wish you the good course with Petra. Enjoy. Thank you. Yeah. So have lots of fun, lots of good students, and lots of positive emotions. Thank you for your coming. Welcome. Thank you. Спасибо большое всем, что вы тоже пришли. И на этом, я думаю, что мы будем завершать нашу запись.